Всем привет, меня зовут Константин, и это «Другая сторона». Сегодня мы посмотрим страшные видео с паранормальными явлениями. Ну а перед началом ролика не забудьте поставить свой царский лайк и написать любой комментарий. Не забывайте это делать, это очень важно для канала. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем! Данный ролик был снят в больнице одним из сотрудников. Он утверждает, что здесь обитает нечто паранормальное. Давайте посмотрим. Слева можно заметить темную фигуру, которая появляется лишь на несколько мгновений. Что это было, сотрудник больницы понятия не имеет и просит помощи у своих подписчиков. Если у вас есть мысли об этом, напишите в комментариях. Темная фигура. Следующее видео было найдено в TikTok. Пользователь снял события, которые происходят в его доме. Good. I'm standing right here. Сначала вода вдруг включается без видимой на то причины, а затем можно увидеть нечто поистине жуткое. Позади мужчины проносится темная фигура. Ее на мгновение видно в зеркале. Когда он пересмотрел видео и заметил это, то решил опубликовать ролик в социальных сетях с целью получить помощь и поддержку от своих подписчиков. Большая часть из них убеждена в том, что видео носит паранормальный характер. Однако были и те, кто написали, что мужчина все подстроил. А вы как считаете? По пятам. Мужчина по имени Зарк переехал из Индии в Дубай, думая о том, что избавиться от призраков, которые раньше следовали за ним. Однако тревожные явления не переставали происходить там, где он появлялся, будто они преследовали его. Он рассказывает, что постоянно слышит пугающие звуки, но когда снимает и пересматривает видео, их не оказывается. Зарк считает, что он начинает сходить с ума и отмечает, что когда паранормальные события начинают происходить, то выключатели перестают работать. Давайте посмотрим, что снял Зарк. If you go to my previous videos, you will see all these buttons, all these switches, they work for the chandeliers and the lights over here. Plus, you see the kitchen light is on, but there's no light. I'll show you something. See the restroom, nothing works. But rest everything works in the house. And that's the most strangest part. As you can see, the TV switch, the light is on. See? You can see the camera light is on. Even the switches. See? The red light. Even this. See? The internet light is on. So everything works at home except the lights during the haunting hours.
I'll show you something as well. You can see this? All the appliances work at home except the lights during the haunting hours. I'm sorry, there's nothing much in the fridge because it's only me now. All I just eat nowadays is just croissant and I have some drinks. What's happening again? Спустя несколько минут фен включается сам по себе. Зарк его выключает и идет спать, еще не зная, что его ожидает дальше. That's right. I just woke up and there was some sound over here. But it's very strange that lights are on now. Normally there's no activities during the night, but I could hear some sound. Oh God. The haunting hours begin. Oh, Jesus. The door just opened. Его разбудил какой-то шум, а спустя несколько секунд вещи вдруг начинают падать. Затем дверь открывается. Зарк подходит к двери, чтобы закрыть ее, однако слышит звук шагов и прячется под одеяло. Подписчики Зарка уверены в том, что ему не стоит оставаться одному в квартире, поскольку это может быть опасно. А вы как считаете? Задний двор. Данное видео было найдено в социальных сетях. Мужчина получил уведомление о том, что на его заднем дворе кто-то есть. Однако, когда он вышел, то никого не обнаружил. Посмотрев кадры с камеры наблюдения, у него возникло много вопросов. Посмотрите сами. Темная фигура движется по двору. Мужчина убежден в том, что это не мог быть обычный человек, так как его двор закрыт, да и забор просто огромный. Кроме того, ему показалось, что данная аномалия двигалась странно, будто это был призрак. Напишите свое мнение о том, что это было. Обсудим вместе.
странный район. Следующий ролик снял любитель паранормального по имени Фрэнк. В этот раз он приехал в заброшенный район, на территории которого расположен монастырь. По легендам, здесь обитают призраки, и эти места действительно пугают многих. Жители города предпочитают обходить стороной этот район, чтобы не сталкиваться с паранормальными инцидентами. И дома, и рабочие места, все здесь теперь заброшено. Давайте посмотрим, что удалось выяснить Фрэнку об этих местах. So I have made it back to the monastery now. I'm now on the other side of the railroad station, that weird house that does now have electricity. But something completely weird is going on. Now that they have this little IR light, right? That's shining in the middle of the road. Look what's now on inside the church. Someone's inside. But there's still a huge ton of security here. No bazaar. Сначала он замечает, что в церкви горит свет, будто там кто-то есть, хотя вход туда запрещен. Фрэнк идет дальше и замечает нечто странное. Or something. Ooh, what the is that? What the fuck is that? I don't know if you guys see it, but I just got goosebumps right now. Look at this. I have gloves on, so I'm gonna touch it. Он находит двух кукол, которые будто кто-то оставил на заборе. Фрэнк использует оборудование для того, чтобы пообщаться с предполагаемыми духами, и оно, кажется, реагирует на паранормальную активность. There it is. Hello. My name is Frank. Do you remember me? I'm getting spikes. Give me a sign that you're here. Can you make a sound? Are you from the church? It's just blinking green and sometimes yellow. As I'm doing the K2, okay. What the is that? Like he literally, it's like it flew over my head. I don't know if you guys can see this. I don't see anything. Спустя несколько мгновений Фрэнк замечает над собой нечто странное. Затем блогер замечает некую аномалию, но он не уверен, была ли это его тень или что-то другое. Продолжая расследование, Фрэнк слышит нечто похожее на женский крик. I'm now getting towards the dolls. What was that? I just heard yelling. I literally just heard screaming. Or what? I don't know if that's a tree. I'm actually scared to go down there. What the f***? Listen. Oh shit. I am literally hearing somebody saying ajuda. Like help. And I am 100% not buying it. Блогер решает не рисковать и доехать на автомобиле до следующего места. Передвигаясь на машине, он что-то замечает. But this is the area right up here. Holy shit, this place is creepy. I gotta be careful with this road because there's a lot of potholes. And I have a low riding car.
But I definitely do not want to come in here on foot. What the is that? Oh, what the fuck is that? There's something right over there. It's literally right over there. Oh, it fucking moved. It fucking moved. Can go back. Holy shit, it just moved. I'm gonna use my psionics. It just went right behind the bush. Right behind the bush. Oh, that I got chills. It's literally right in there. Yeah, we get the fuck out of here. При приближении можно заметить, что это было похоже на женское лицо, которое немного пошевелилось в тот момент. Фрэнк садится в машину и решает покинуть этот район. А что он снял тем поздним вечером, решайте сами. Качели. Следующий ролик был найден в социальных сетях. По сообщениям, он снят поздно вечером. Можно увидеть, что некая темная фигура качается на качелях у дома. Многие в комментариях писали, что выглядит это действительно жутко, а фигура не похожа на человека. А вы как думаете, что это было? Мистика везде, в каждом углу тени. Ужасы под кроватью, призраки в аллее. Контент морозит кровь. Ты дрожишь, другая сторона, страх это фетиш. Смех сквозь темноту, юмора искра. Мистический канал истории у костра. Подпишись, не бойся, уже пора. Наш телеграм на все времена. Подпишись на телеграм. Где призраки играют. Будешь смеяться и дрожать. Другая сторона. Нет времени объяснять. Подпишись на телеграм. Аномалия. Следующее видео было снято в России, город Таганрог. Его выложила девушка по имени Вика. Посмотрим вместе.
Ночью можно увидеть, как некая аномалия пролетает по комнате, и девушка просыпается. Она, находясь в шоке, в одеяле выбегает из комнаты. На этом видео заканчивается. Пользователи активно комментировали ролик, предполагая, что это мог быть пар от увлажнителя воздуха. Однако были и те, кто был убежден в реальности видео и в том, что на нем был снят призрак. Лобовое стекло. Следующий ролик был снят на камеру дверного глазка и найден в ТикТок. Давайте посмотрим вместе. На лобовом стекле автомобиля вдруг появляется рисунок, хотя рядом никого не видно. Мимик. Следующее видео было найдено в ТикТок, и оно серьезно напугало многих родителей. Когда мама со своим сыном находилась в комнате, начали происходить странные события. Who is it? Who's me? Aren't you at your friend's sleepover? Braulio? 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 Сначала нечто начало общаться с мамой ребенка, представляясь ее сыном. Чуть позже они обнаруживают, что окно закрыто. Кроме того, дальше дверь просто открылась, словно кто-то хотел привлечь их внимание. Сначала женщина пыталась пообщаться с этим нечто, но потом нашла в себе силы и закрыла дверь. Дальше ручка двери начала шевелиться. На этом видео заканчивается, а что произошло там на самом деле, останется для нас загадкой. Вечеринка. Следующее видео было снято в Испании. Это была простая, казалось бы, вечеринка по случаю дня рождения. Но все пошло не по плану. Смотрите внимательно. No creerás lo que se apareció en esta fiesta de Буквально спустя несколько секунд можно увидеть жуткое лицо, которое расположено по ту сторону. Многие пользователи были действительно напуганы этим видео и утверждали, что это не похоже на обычного ребенка. Заброшка. В следующем ролике любитель паранормального отправился в заброшенное здание. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. أنا بدي أقول لكم شغلة ومستحي، أنا كثير زحمان ومع الخوفة. Он осматривает здание с фонариком, и сначала кажется, что ничего не происходит. Однако буквально за мгновение все меняется.
لوت. نقزت في اشي. بسم الله. في حد هون؟ في ناس؟ في حدا متخبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Вдруг слышен громкий звук, похожий на закрытие дверей. Блогер пытается найти причину и исследует здание. Затем блогера снова пугает странный звук, а дальше происходит нечто паранормальное. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد هون؟ بسم الله. يما. Дверь вдруг начинает закрываться, а когда мужчина подходит к ней, то она силой захлопывается. Смелый блогер спускается вниз и продолжает исследовать здание, однако его снова пугает громкий звук. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العب. يما. والله في صوت. والله في صوت. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. Он идет в другую комнату и снова сталкивается с тем, что двери открываются сами по себе. هذا اللي بحبه. حلوة. هذا اللي بحبه أنا، الهدوء. بسم الله الرحمن الرحيم. في حدا هون؟ جن؟ بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Блогер открывает это помещение и никого не находит внутри. Он исследует другие комнаты, но больше ничего не находит. А что же действительно это было? Нечто паранормальное? Или всему есть разумное объяснение? Как всегда, решать только вам. Присутствие. Следующее видео снял мужчина по имени Майкл, который считает, что в его доме присутствует нечто паранормальное. Первое, что он заметил, что его шкаф открывался, поэтому он связал ручки веревкой. Однако это не помогло. Sitting here watching a movie and my cabinet yanked. Like you can still see it moving a little bit. Like the thing I have it tied shut with, and usually it's tighter than that. And see, look, I told you. I told you something was yanking on it. And it's weird because it's been a long time since it messed with this cabinet. Hello? You want to do it again? Are you trying to get the doors open? Майкл снимает, как дверки шкафа движутся, будто внутри кто-то есть. У его подписчиков возникло много вопросов, однако когда он выложил второе видео, некоторые впали в ступор. Hello?
Is there a reason why you wanted me to open the door? I know it's been a while since you messed with it. Майкл открывает шкаф и показывает, что хранит там кукол. Некоторые пользователи заметили, что когда он открывал шкаф, было слышно чей-то шепот. Однако, это было еще не все. Смотрите внимательно. Alright, I'm about to close the door. I'm pretty sure that doll just looked up. Можно заметить, что кукла слева немного пошевелилась, без видимой на то причины. Майкл тоже это заметил и покинул свой дом тот же день. Так было ли это простой мистификацией, или Майкл действительно заснял паранормальный инцидент? Делитесь своими предположениями в комментариях. Фигура. Данное видео было снято русскоязычным блогером, но полной информации о нем нет. Вон она стоит. Вон она стоит, друзья. Вон она стоит. Можно увидеть фигуру с темными волосами, которая в какой-то момент просто пропадает. Некоторые пользователи сравнили эту фигуру с девушкой из японских фильмов ужасов. Другие писали о том, что уносили бы ноги из этого места. Почему парень особо не испугался и что это было? Постановка или реальное видео? Напишите ваше мнение в комментариях. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Также в описании будут ссылки на донаты для тех, кто хочет поддержать канал финансово. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Why you crying, baby? Why you can't sleep? Little soul so deep, yeah, your heart skips a beat. World so loud, but it's quiet in your head. All these dreams wide awake while you're tucked in bed. Little one, the night's got questions, huh? Eyes wide, staring up at the ceiling above. The dark's heavy like a storm you can't see, but you feel it in your chest like it's trying to break free.